Animal Rescue. Этого питомца зовут Оливер. Случайный прохожий увидел животное и ужаснулся. Песик был практически полностью лысым, а все его тело покрывали язвы и царапины, ведь он постоянно чесался из-за сильного зуда. Мужчина, который нашел пса на улицах Чикаго, доставил его в приют для бездомных животных. Оливеру на тот момент было около года. Судя по его внешнему виду, на улице он был уже очень давно. Сотрудница приюта по имени Стефани уверяет, что никогда в жизни не видела питбуля в худшем состоянии, чем этот. Когда девушка прошла мимо клетки с псом, тот жалобно заскулил. Питомец постоянно облизывал лапки, а на его теле было множество кровоточащих ран. Было решено любой ценой вытащить Оливера из клетки и попытаться пристроить в хорошие руки. В этом Стефани помог Танер Смит, работник одного из приютов в округе Нокс. Когда мужчина впервые увидел Оливера, он тут же проникся его судьбой. У этого несчастного пса была только одна мечта – стать, наконец, любимым и кому-то нужным. Когда к нему подходили волонтеры, он тут же приветливо махал хвостиком. И это несмотря на все мучения, которые ему пришлось пережить. Стефани и Смит почти уверены, что когда-то песик был домашним, а потом его просто выкинули на улицу. Скорее всего, люди не захотели лечить Оливера. Смит и Стефани показали животное ветеринару. Оказалось, что проблемы с кожей вызваны такой неприятной болезнью, как демодикоз. Стефани и ее супруг Джонни решили приютить питомца у себя дома до тех пор, пока он не поправится. Они даже выделили комнату для больного животного. Поначалу Оливер не мог спокойно спать из-за сильного кожного зуда. Он то и дело ворочался с боку на бок, пытаясь почесать ранки. Его новые владельцы каждый день делали песику лечебные ванны, очищая кожу, а затем протирали специальными лосьонами и кокосовым маслом. Все это помогало снять зуд и раздражение. Оливер терпеливо переносил все процедуры, словно понимая, что ему хотят помочь. И уже через месяц пес пошел на поправку. Кожа Оливера стала выглядеть намного лучше, а песик почти перестал чесаться. И, наконец, он заулыбался. После того, как питомец почувствовал себя лучше, он полностью открылся своим новым хозяевам. Песик с удовольствием играл с людьми, подставлял мордочку для поглаживаний и просился на прогулку. Он превращался в нормальную, жизнерадостную собаку. Теперь Стефани с мужем с нетерпением ждут, когда же у песика появится семья. Оливер полностью поправился и готов к встрече с новым владельцем. Но пока что супруги внимательно присматриваются к каждому, кто изъявляет желание забрать песика домой. Надо же выбрать самого лучшего хозяина, того, который никогда не предаст этого чудесного пса. Желаем тебе поскорее найти дом, малыш. Если вы тоже неравнодушны к животным, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями. До новых встреч!